Такой рецепт Наполеона вы еще точно не пробовали. Без выпечки и без духовки. 4 рецепта Наполеона и 1 медовик. А вы любите Наполеон? Думаю, мало среди нас тех, кто не любит этот вкуснейший торт. И сегодня готовим очень вкусный ленивый Наполеон без выпечки всего за 15 минут. Никакой возни с тестом и раскаткой коржей. Все быстро и гениально просто. Как вы любите, друзья? А если вы любите Наполеон, напишите в комментариях «Хочу Наполеон». Чтобы не потерять рецепт, поделитесь им с друзьями и подружками в соцсетях. А также, если любите готовить и вкусно покушать, подпишитесь на наш канал. Новые видео выходят 2 раза в неделю. Сначала приготовим крем. И, честно говоря, кроме крема, нам по сути больше ничего не придется готовить. В кастрюлю насыпаю 200 грамм сахара. Это 1 стакан сахара с горкой. К сахару добавляю 70 грамм крахмала. Я люблю использовать для крема кукурузный крахмал. И также добавлю 2 пакетика ванильного сахара, это 2 чайных ложки. Тортик получится довольно большого размера, поэтому беру побольше ванили. Тогда аромат у крема получится просто божественный. Все хорошо перемешиваю при помощи венчика. Сюда же разбиваю 4 яйца. Яйца беру среднего размера. Перемешиваю яйца с сахаром и крахмалом. Вот так у вас должно получиться. Видите, все хорошо смешивается в однородную массу. И теперь понемногу вливаю молоко. У меня здесь литр молока. Если молоко добавлять постепенно, то комочки в креме не образуются. Готово. Ставлю крем на плиту, включаю средний или маленький нагрев и варю заварной крем для Наполеона, пока он не загустеет. В процессе варки постоянно помешиваю венчиком или ложкой, иначе если крем не мешать, он может подгореть, поэтому буквально 5 минут придется провести у плиты. Но поверьте, это самое сложное в этом рецепте, друзья. Когда крем закипел, я даю покипеть ему буквально полминутки, тогда в готовом креме не будет крахмального привкуса. Снимаю с огня. И сразу перелью в большую миску, это для того, чтобы крем побыстрее остыл. А для того, чтобы крем остыл еще быстрее, я беру другую миску, наливаю в нее холодную воду, можно туда еще лед положить или, например, взять из морозилки какой-нибудь пакет с заморозкой и прямо сюда же в миску его кинуть. И таким образом крем остынет буквально за 10-15 минут. Пока остывает крем, мы займемся коржами для нашего быстрого ленивого Наполеона. И сегодня я предлагаю вам попробовать самые гениальные коржи. Вместо коржей у нас будет обыкновенный тонкий лаваш. Беру упаковку лаваша, в моей упаковке 3 листа, а вес лаваша ровно 300 грамм. Разрезаю каждый лист лаваша пополам. Можно разрезать еще раз пополам. Это зависит от того, какого размера вы хотите приготовить готовый тортик. И все, что нужно, это немного подсушить листы лаваша в духовке. Для этого раскладываю их на решетке и отправляю в духовку на 5-7 минут. Температура 180 градусов. Наверное, лаваш можно и не подсушивать в духовке, но благодаря запеканию он приобретает приятный ореховый вкус и действительно становится похожим на коржи настоящего Наполеона. Вот так лаваш подсушился, немного подрумянился, достаю его из духовки и оставляю коржи остывать. Как раз заварной крем уже хорошо остыл, осталось только добавить в крем взбитые сливки или сливочное масло. Я беру 200 грамм холодных сливок и взбиваю в крепкую пену. Сливки обязательно нужно хорошо охладить, так они быстро, легко и без проблем взобьются. Жирность моих сливок 33%. А если, например, у вас нет возможности купить сливки или вы их просто не любите, вы можете взять вместо сливок сливочное масло, взбить его миксером до пышности и смешать с кремом. Вот до такой консистенции мы взбиваем сливки. И теперь добавляю взбитые сливки к крему и перемешиваю. Крем готов. Посмотрите, какой он нежный, гладкий и однородный у нас получился. Можно уже собирать Наполеон. Корж из лаваша смазываю кремом. Накрываю другим коржом и так чередую, пока не соберу весь торт. Приготовь, поделись, подпишись.
Если у вас некоторые коржи и лаваша немного выгнулись, вы можете просто придавить их рукой, неважно, если даже корж треснет, зато он ровненько ляжет и его легко можно будет намазать кремом, он быстро и хорошо пропитается. И когда я собрала тортик, чтобы он еще лучше и быстрее пропитался и получился красивой формы, я положу на него разделочную доску. Сверху придавлю небольшим грузом и уберу на пару часиков в холодильник. За это время он очень хорошо пропитается. Но главное, чтобы груз был не слишком тяжелым, иначе если груз тяжелый, он выдавит из торта весь крем. И пока тортик пропитывается в холодильнике, я подсушила еще парочку листов лаваша, чтобы обсыпать верх тортика. Я подержала коржи чуть дольше в духовке, чтобы они хорошо зарумянились, стали вот такого красивого цвета и с приятным ореховым ароматом. И обычной скалкой я раскатываю коржи. Посмотрите, какая замечательная крошка для обсыпки получается. Достаю торт из холодильника. И для того, чтобы обсыпать торт крошкой, нужно смазать его поверхность и бока остатками заварного крема, либо взбить еще небольшую порцию сливок. Вот так. И обсыпаю бока и верх торта крошками из коржа. Конечно, если вы торопитесь, то можно дать торту настояться в холодильнике всего пару часов. Но если у вас есть время, то лучше дайте ему пропитаться в течение ночи, тогда он будет просто нежнейший. Мой Наполеон получился размером 20 на 17 сантиметров. Сверху торт можно посыпать грецкими орешками, получится тоже очень вкусно. Друзья, это просто отличный и ленивый быстрый рецепт Наполеона. Когда у вас мало времени и нет времени полдня стоять у плиты, раскатывать коржи для классического Наполеона, этот рецепт станет для вас палочкой-выручалочкой. Так что обязательно попробуйте, я уверена, что вам понравится. Коржи полностью пропитываются кремом, вкус лаваша совсем не чувствуется, а чувствуется только невероятный вкус и аромат ванильного заварного крема. По вкусу очень напоминает мороженое пломбир в вафельных стаканчиках. Помните такое, да, друзья? А сейчас мы с вами приготовим еще один торт Наполеон без духовки и без выпечки. Беру небольшую кастрюлю и разбиваю 2 куриных яичка. Добавляю 100 грамм сахара, это 4 столовых ложки с горкой или примерно полстакана. Теперь все хорошенько взбиваем венчиком, буквально пару минут. Желательно делать это как можно интенсивнее, чтобы яйца хорошо взбились, а сахар немного растворился. Тогда у нас с вами получится очень нежный крем без комочков. Посмотрите, друзья, яйца с сахаром уже достаточно хорошо взбились и немного побелели. Это то, что нам нужно. Вот такая вот консистенция у нас получится. Теперь всыпаю чайную ложечку ванильного сахара. Пожалуйста, не путайте ванильный сахар с ванилином. Это разные продукты. Ванилин всегда добавляется буквально на кончике ножа, иначе он будет горчить. И теперь в несколько приемов всыпаем муку. Всего у нас 4 столовых ложки муки по рецепту. Всыпаю сначала 2 столовых ложки, хорошо перемешиваю. Всыпаем муку постепенно, чтобы не образовались в креме комочки, как я уже говорила, это очень важно. Теперь добавляю еще 2 ложечки муки и еще раз хорошенько перемешаем. Посмотрите, какая однородная консистенция, крем уже густеет, но это еще не все. Вместе с мукой я также добавлю 2 столовых ложки крахмала. У меня кукурузный крахмал. На кукурузном крахмале заварной крем получается особенно вкусный. Но, друзья, не расстраивайтесь. Если вдруг у вас нет крахмала, замените его либо картофельным крахмалом, если нет кукурузного, либо просто замените мукой. Таким же количеством тоже 2 столовых ложки. Все, мои дорогие, осталось все хорошо перемешать, и крем уже практически готов. Здесь у меня 600 мл молока, чуть больше, чем пол-литра, и я также небольшими порциями вливаю молоко в крем и каждый раз хорошо перемешиваю после добавления очередной порции молока. Включаю плиту и ставлю кастрюльку с кремом на огонь. Варю заварной крем на среднем огне до закипания. И маленький секретик, дорогие мои, чтобы ваш крем получился гладким, однородным, вкусным, шелковистым, обязательно помешивайте его в процессе варки.
Не отходите далеко от плиты, не оставляйте крем без присмотра. На приготовление крема вам понадобится примерно 5-7 минут. Сами видите, что все готовится очень быстро и просто, много времени у вас на это не уйдет. И посмотрите, в процессе нагревания, в процессе варки крем начинает густеть. Вот такая вот у него консистенция, но он еще недостаточно густой, поэтому продолжаем варить. Давайте еще раз возьмем пробу крема, посмотрите, как он льется. Он уже достаточно сильно, хорошо загустел, но нам нужна еще более густая консистенция, и мы дожидаемся, пока крем уже полностью закипит. И как только вы увидите большие пузыри, это означает, что крем уже полностью готов. Проварим его еще буквально 5-10 секунд, чтобы удалить мучной и крахмальный привкус из крема. А так как мы с вами добавили в крем ванилин, он получится с приятным ванильным ароматом. Также я добавляю в крем в самом конце приготовления небольшой кусочек сливочного масла, для того, чтобы опять же придать еще больше вкуса, текстуры и нежности заварному крему. Все хорошо перемешали, масло быстренько растворится в горячем креме, буквально за секунды. И посмотрите, вот такая шикарная консистенция. Аромат стоит, друзья, просто потрясающий, разносится по всему дому. Это вкус и аромат нашего детства, так что ради только приготовления этого крема уже стоит приготовить этот тортик, потому что приготовление этого Наполеона – это сплошное наслаждение и удовольствие. Честное слово, любимые мои, этот Наполеон готовится до неприличия просто. Так что с его приготовлением легко справится даже ребенок. Кстати, вы можете спокойно привлечь детей к приготовлению, они очень любят этот процесс. Тем временем готовый крем я перелила в миску, чтобы он быстрее остыл. Этого можно не делать, вы можете использовать теплый крем и сразу же начать собирать торт. Посмотрите, я остудила крем, и после остывания он становится еще более густым. Вот такая вот у него классная консистенция получается. И мы уже можем начинать собирать торт. И на дно формы для выпечки я беру форму без дна, выкладываю слой слоеного печенья, слой ушек, сверху покрываю заварным кремом. Крем хорошенько распределяю, разравниваю, чтобы он лег ровным слоем и просто покрыл все печенюшки. Я уже упоминала о том, что это ленивый Наполеон без выпечки и без духовки. И вместо слоеных коржей классических для Наполеона, которые мы обычно готовим традиционно на Новый год, например, я использую обычное слоеное печенье. Вы можете взять печенье ушки, как у меня. Вот такие вот печенюшки, вы их легко купите практически в любом крупном магазине, может быть даже и не самом крупном. Посмотрите, вот такие вот они слоистые на разломе, прекрасно подходят для Наполеона. Вместо ушек вы можете взять любое другое печенье, посмотрите, вот еще один вариант, это тоже слоеное печенье, просто читайте состав печенья на упаковке, должно быть написано слоеное печенье. Стараюсь крема класть побольше, не жалеть, тогда печенье прекрасно пропитается и пропитается достаточно быстро. Вы, в принципе, вполне можете использовать даже теплый заварной крем, то есть не обязательно сильно его остужать. Единственная разница в том, что теплый крем, он будет более жидкий и еще сильнее пропитает печенье. И вот таким вот образом продолжаем собирать торт. Чередуем слои печенья и слои крема. Все очень-очень просто, друзья. Этот рецепт действительно самый простой, самый быстрый, уже давно неоднократно многими проверенный и действительно любимый вариант такого ленивого быстрого Наполеона, когда не хочется и просто нет времени долго стоять у плиты, а нужно срочно приготовить быстрый тортик на праздник или просто к приходу гостей, когда гости, как говорится, уже на пороге. Вы вполне можете угостить их вот таким вот простым, шикарным, домашним, вкуснейшим Наполеончиком. Уверяю вас, друзья, как сама хозяйка, так и гости будут в полном восторге. Хозяйка от скорости приготовления этого вкуснейшего десерта, вкуснейшего тортика, а гости от его потрясающего нежного вкуса. Посмотрите, мои дорогие, мы с вами уже полностью собрали торт. Я пустоты тортика заполняю половинками печенюшек. Можете отламывать кусочки, можете покрошить печенье в виде крошки. И все уже практически готово. Осталось еще раз распределить сверху крем.
Наш Наполеон уже готов, и можно сразу же его украсить. Для украшения я также использую пару слоеных печенюшек, пару ушек. Посмотрите, все очень просто. Мы можем приготовить вот такую вот слоистую крошку при помощи обычной скалки. Беру скалку и прокатываю по печенью. Посмотрите, вот такая красота. И осталось только убрать тортик в холодильник, чтобы он все-таки немного пропитался. Оставьте в холодильнике его хотя бы на пару часов, но, конечно, чем дольше, тем лучше. Принцип всех тортов, чем дольше они пропитываются в холодильнике, тем более пропитанными, сочными и нежными получаются. Поэтому минимально это пару часов, но лучше оставьте на ночь. Ну что, уже не терпится скорее попробовать. Давайте отрежем кусочек и попробуем эту невероятную вкуснятину. Режется очень легко, друзья, нож входит идеально. Наполеон получился очень вкусный, нежный, такой рассыпчатый, просто тает во рту, а по вкусу крем как мороженое пломбир. И прослойка коржей из печенья ушки тоже очень напоминает слоеные коржи для настоящего классического Наполеона. На мой взгляд, это просто идеальный вариант рецепта Наполеона домашнего, когда у вас нет много времени, чтобы возиться с классическим тортом. Очень вкусно, друзья, а у меня для вас еще один ленивый домашний легкий Наполеон всего из 3 ингредиентов. Вам не придется тратить много времени на выпечку. Самый быстрый, самый вкусный и самый хрустящий Наполеон. А с его приготовлением вы справитесь буквально за 5 минут. И все, что мне понадобится, это пачка слоеного теста. Слоеное тесто нужно разморозить, лучше размораживать его при комнатной температуре или можете оставить на пару часов в холодильнике, тогда оно разморозится более мягко. И нарезаю пласты слоеного теста на такие вот широкие полоски, шириной примерно 1,5-2 см. Противень застилаю пергаментом и выкладываю полоски теста на пергамент на небольшом расстоянии друг от друга, учитывая, что тесто при выпечке будет хорошо подниматься и увеличиваться в объеме. С этим простым рецептом каждая хозяйка сможет без труда порадовать свою семью вкуснейшим домашним Наполеоном. Отправляю противень со слоеным тестом в духовку. Духовку я заранее разогрела, температура 200 градусов. Выпекаю полоски примерно 15-20 минут до красивого золотистого цвета. А пока готовятся коржи для Наполеона, я беру жирные сливки. Здесь у меня 400 мл сливок и наливаю их в миску. Сливки должны быть очень холодными, только из холодильника, чтобы они хорошо взбивались. Взбиваю сливки в мягкую пену, а по консистенции взбитые сливки должны быть как мягкое подтаявшее мороженое. Постепенно вливаю к сливкам 200 грамм сгущенного молока, обычной сгущенки, и все взбиваю до однородности. Взбиваю на низкой скорости миксера, буквально чтобы сливки со сгущенкой объединились. И чтобы придать потрясающий вкус и аромат нашему крему, я обязательно добавляю в него ложечку ванильного сахара или ванильного экстракта. Это вкус нашего детства, вкус Нового года. Для меня все торты с ванильным кремом всегда имеют вкус мороженого пломбир из нашего детства. Крем уже готов, посмотрите, какая это сливочная нежность, он просто тает во рту и действительно по вкусу напоминает мороженое пломбир. Также наши коржи для Наполеона тоже готовы, достаем их из духовки, вот так они хорошо подрумянились. Торт получится очень-очень вкусный, друзья. Хрустящие слоеные палочки оставляем буквально минут на 10-15, чтобы они остыли, потому что горячие палочки растопят крем, и уже можно начинать собирать торт. Форму для торта я застелила пищевой пленкой, можно застелить несколько слоев, чтобы торт было удобно достать из формы, когда он будет уже готов и нужно будет подавать его на стол. Дно формы я хорошенько смазываю таким толстым слоем крема и сверху выкладываю палочки в один ряд. Торт Наполеон – это один из самых вкусных тортов в мире, и я очень люблю его готовить, обязательно готовлю Наполеон на каждый Новый год. А главное, этот рецепт настолько простой, и он под силу даже начинающим кулинарам, так что Наполеон должен быть у каждой хозяйки на праздничном столе.
Причем вы можете не покупать торт в магазине, а сделать его своими руками вот таким вот образом очень-очень быстро и просто. Друзья, я как всегда очень рада видеть каждого из вас. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень хочу познакомиться поближе с моими любимыми зрителями. Продолжаю промазывать слоеные палочки сливочным кремом, хорошенько со всех сторон, стараясь, чтобы крем попадал во все дырочки, во все щелочки, чтобы заполнил собой все пустоты в торте. Выкладываю последний слой палочек и также хорошо промазываю торт со всех сторон кремом. Осталось только затянуть торт пищевой пленкой и убрать в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошенько пропитался. Наполеон по этому рецепту получается очень-очень хрустящий, поэтому если вы как раз любитель хрустящего Наполеона, то этот рецепт точно для вас. Друзья, поделитесь, пожалуйста, этим рецептом с вашими друзьями и подружками в соцсетях. Пусть ваши близкие тоже приготовят и попробуют вкуснейший торт на Новый год по этому рецепту. Отложите, пожалуйста, пару слоеных палочек для того, чтобы приготовить из них украшения для Наполеона. Все очень просто. Слоеные палочки измельчаем при помощи скалки. Вот таким вот образом проходимся по ним. Посмотрите, такая красивая крошка получается. Если она крупновата, пройдитесь 2-3 раза и получите тот размер слоеной крошки, который вам больше нравится. Мне нравится вот такая вот крупноватая крошечка. Она очень смотрится по-домашнему красиво на тортике. Достаем готовый торт Наполеон из холодильника, снимаем пищевую пленку и аккуратненько извлекаем из формы. Можно перевернуть торт на блюдо, как вам удобнее, друзья. Вуаля! Вот такая вот красота у нас получилась. Обсыпаем торт со всех сторон нашей слоеной крошкой. Торт можно просто посыпать крошкой, это самый классический вариант украшения Наполеона. Друзья, Наполеон по этому рецепту получается очень вкусный и очень хрустящий. Для того, чтобы торт удобно было нарезать, его нужно немного подморозить и нарезать при помощи ножа-пилки. Вы можете приготовить этот Наполеон заранее, за пару дней до Нового года. Он очень-очень вкусный, а готовится проще простого. Мы с вами приготовили 3 Наполеона, и пришла очередь медовика. Шикарный медовик с шикарными коржами, готовится очень быстро, не успеете и глазом моргнуть, как тортик будет на вашем столе. И сегодня у меня для вас самый любимый, самый ленивый и самый быстрый медовик без раскатки коржей. Быстрее и проще рецепта я еще не встречала. Нежный, пропитанный, просто божественный тортик. Давайте приготовим вместе. Берем кастрюльку и кладем в нее 180 грамм меда. Это примерно 4 столовых ложки. Мед подходит абсолютно любой. Можете взять хоть засахарившийся, это не важно. Любимые мои, этот медовик какой-то удивительный. Все классические медовики требуют очень много времени и сил. Сначала нужно раскатать коржи, собрать торт, дать ему настояться, и это занимает, примерно сутки. Этот же медовик готовится настолько быстро, что даже не верится. Забудьте про скалку, раскатывать вообще ничего не придется. Теперь к меду добавляю 200 грамм сливочного масла. Теперь все это дело мы ставим на маленький огонь и нагреваем, пока сливочное масло полностью не растворится. Не нужно доводить мед с маслом до кипения. Как только масло растворится, снимаем кастрюльку с огня. В горячую медовую смесь сразу добавляю 2 чайных ложки пищевой соды. И хорошо перемешиваю. И в процессе перемешивания медовая смесь побелеет и вот так хорошо увеличится в объеме. Посмотрите, в несколько раз увеличилась она в кастрюльке. Вот такая вот по консистенции получается у нас медовая масса. И маленький секретик, об этом знают не все. Здесь, в этом медовом тесте, мы с вами добавляем соду, но не гасим ее уксусом. И это потому, что мед гасит соду. Поэтому запаха соды в готовом медовике совершенно не будет. Переливаю медово-масляную смесь в большую миску и постепенно добавляю в тесто 300 грамм муки,
300 грамм муки – это будет 10 столовых ложек с большой горкой. Муку добавляю постепенно и обязательно просеиваю. И посмотрите, какое нежное тесто у нас получилось. Оно пахнет, любимые мои, просто невероятно. Вот такой вот, просто пластилин, медовый пластилин. Это чудо. Беру чистую миску и в миску разбиваю 4 яичка. Яйца беру среднего размера. Посмотрите, они у меня довольно не мелкие. И сразу же подготовлю 200 грамм сахара. 200 грамм сахара – это будет 10 столовых ложек без горки. Беру миксер и взбиваю яйца с сахаром до пышности. Это буквально 1-2 минутки, чтобы сахар немного растворился. Посмотрите, яйца с сахаром отлично взбились. Масса стала белая, увеличилась в объеме. Это как раз то, что нам нужно. Беру наше мягенькое нежное медовое тесто и в 2-3 приема вливаю яйца с сахаром в тесто. Каждый раз нужно хорошо перемешивать, чтобы обе массы хорошенько объединились. Тесто по консистенции должно получиться гладким, нежным и однородным. Вливаю последнюю порцию яиц, и вот теперь уже можно воспользоваться миксером. Все перемешиваю до гладкой, однородной консистенции теста. Посмотрите, тесто готово, вот такой густоты оно должно получиться. И вот такой широкой лентой оно стекает с лопасти миксера, с венчиков. Я беру большой противень. Размер моего противня 30 на 40 сантиметров. Выливаю сразу все тесто в форму и разравниваю лопаточкой. Напоминаю, что духовка разогрета до температуры 180 градусов, корж выпекается около 12-15 минут до сухой зубочистки. Время выпечки даю ориентировочно, ориентируйтесь, пожалуйста, по вашей духовке. Берем обычную зубочистку, вставляем в центр коржа и вынимаем. Если зубочистка сухая, без следов сырого теста на ней, значит корж готов, достаем его и оставляем остывать. Корж должен остыть полностью до комнатной температуры. Аромат просто потрясающий, медовый, а сам корж такого красивого карамельно-медового цвета. Потрясающий, красивый, вкусный и ароматный. Можно отрезать краешки у коржа, но вы примерно прикиньте, какого размера и какой формы вы хотите собрать торт. У меня уже есть торт такой медовик в классической сборке, а сегодня я хочу собрать тортик в очень оригинальном таком оформлении. И в разрезе он будет смотреться просто потрясающе, очень необычно. Если вы подадите его на праздничный стол, все гости будут в восторге, как вы приготовили, скрутили такие интересные коржи. Давайте сейчас все покажу. Только посмотрите, какой разрезик. Корж пористый, мягенький, как губка. Он прекрасно в себя впитает крем. А идеальный крем для медовика, на мой взгляд, сметанный. Обрезки медовых коржей мы с вами помним, никогда не съедаем прежде времени и не выбрасываем. Они нам еще пригодятся. Отложу пока их в сторону. И теперь я разрезаю корж на 3 равных части. Я хочу, чтобы мой медовик получился с вертикальными коржами. А вот в этом видео, которое я уже раньше выкладывала, которое, кстати, набрало очень много ваших лайков, просмотров и очень вам понравилось, здесь такой же тортик готовится по такому же рецепту, такой же корж. Только собираю я его немного по-другому, как я уже говорила. Обязательно посмотрите, этот вариант сборки более простой, и выберите тот вариант, который вам больше нравится и больше подходит. Ссылочку на второй вариант медовика оставлю для вас в описании под видео, а также вы можете увидеть ее сейчас в правом верхнем углу экрана. А пока остывает корж, давайте приготовим крем. Как я уже говорила, крем у нас сметанный, но я готовлю этот сметанный крем с добавлением сливок, для того, чтобы не добавлять никакой загуститель для сметаны или для сливок. Я делаю вот в таком сочетании: сметана плюс сливки. Консистенция, вкус, аромат получаются просто идеальные. Итак, 500 мл, пол-литра охлажденных сливок. Сливки беру 33%, обязательно хорошо охлаждаю в холодильнике. Наливаю в миску и взбиваю до такой вот пышной пенки. Затем в 2-3 приема добавляю сахарную пудру. Это примерно 7 столовых ложек с горкой или 150-180 грамм. Вы можете добавлять сахарную пудру по вашему вкусу.
Теперь добавляю последнюю порцию сахарной пудры и взбиваю до такой вот консистенции. Консистенция взбитых сливок напоминает подтаявшее мороженое. Вот так. Вы можете взбить немного гуще, но я хочу, чтобы мой тортик получился супер пропитанным, поэтому будет достаточно такой густоты. Для аромата обязательно добавляем чайную ложечку ванильного сахара, ванильного экстракта, то, что у вас есть. А если у вас есть только кристаллический ванилин, порошочек такой в пакетиках, такого ванилина добавляем совсем чуть-чуть, буквально на кончике ножа. Вот такие шикарные взбитые сливки у нас с вами получились, и теперь только осталось смешать их со сметаной. Беру 700 грамм сметаны, жирность моей сметаны 25%. Сначала добавляю половину сливок и хорошо перемешиваю. И затем добавляю оставшиеся сливки и еще раз хорошенько перемешаю. Все, мои хорошие, крем готов. Посмотрите, вот такая вот чудесная воздушная консистенция получается. Крем хорошо, отлично держит форму и в то же время прекрасно пропитывает торт. Очень напоминает густую сметану, в которой ложка стоит. И для еще большего усиления вкуса и текстур я хочу добавить в медовый тортик немного орешков. У меня будут грецкие орехи, вы можете взять другие, но я думаю, что грецкий орех с медовыми коржами сочетается просто идеально. Беру горсть грецких орехов и вот так вот меленько порублю их ножом. Готово. Осталось только собрать тортик. И это как раз самая интересная часть нашего рецепта. Беру один из коржей, хорошенько смазываю его сметанно-сливочным кремом, вот так вот равномерно распределяю крем, сверху посыпаю орешками. И так как я уже говорила, я хочу собрать медовик с вертикальными коржами, чтобы на срезе он смотрелся очень необычно, волшебно и загадочно. Поэтому можно сделать парочку вот таких вот надрезов на корже, не дорезая, не прорезая до конца, чтобы корж легче сворачивался и не сильно ломался. Но даже если коржи будут немного ломаться, в готовом тортике ничего видно не будет, мы все замажем кремом, получится полнейшая красота. Вот посмотрите, в какой рулетик я его свернула, и теперь точно таким же образом смазываю оставшиеся коржи. Также посыпаю грецкими орехами. Это домашний тортик, поэтому до идеала ничего доводить нам не нужно. Сверху укладываю наш рулетик и вот таким образом продолжаю сворачивать торт. Друзья мои, все делается очень просто, тортик собирается очень просто и получится вот такой вот очаровательный медовый пенек у нас в результате. Я решила чуть поиграться, поэкспериментировать, и один кожик я разрежу вдоль пополам. Вы можете этого не делать. Потому что дальше все то же самое, смажу коржи кремом, посыплю орешками и продолжу собирать мой тортик. Посмотрите, друзья, какая красота получается, такой очаровательный медовый пенечек просто на заглядение. А аромат стоит на всей кухне просто потрясающий, как я уже говорила, просто волшебно пахнет медом и Новым годом. Осталось только хорошенько со всех сторон смазать тортик кремом. Хорошенько промазываем. Вот таким вот образом аккуратненько промазываем весь тортик кремом. Крема у нас довольно много, поэтому вам точно хватит и на то, чтобы прослоить коржи, и на то, чтобы хорошенько покрыть пенечек сметанным кремом сверху для украшения. И я очень надеюсь, что вы еще не съели медовые обрезки от коржей. Отправляем их в комбайн, жик-жик, и готово! Получилась такая классная медовая крошка, сейчас мы быстренько украсим тортик. И теперь вот таким вот образом обсыпаю торт медовой крошкой, сначала с боков. Я специально застелила блюдо пергаментом, вырезала такие полоски из пергамента, потом я просто их уберу из-под тортика, и тогда, если вы даже будете собирать тортик на блюде для подачи, блюдо у вас останется чистым и аккуратным. Обсыпали бока, и теперь точно таким же образом посыпаем торт крошкой медовой сверху. Распределяем аккуратненько и та-дам! Посмотрите, мои хорошие, какая у нас красота получилась! Тортик вы можете украсить по своему вкусу, посыпать его кондитерскими посыпками или оставить как есть, все на ваше усмотрение и по вашему желанию. Ну и как же мы обойдемся без вишенки на торте? Все как я люблю, очень красиво и просто очаровательно.
Уже не терпится отрезать кусочек и посмотреть, какой же внутри он получился. Так, не торопите меня, немножечко терпения. Вау, ну только посмотрите, какой шикарный разрезик. Тортик смотрится просто шикардосно. Ваши гости ни за что не догадаются, каким образом вы получили такой вот необычный торт в разрезе, а вы им не рассказываете. Или наоборот, поделитесь рецептом с подружками и друзьями в соцсетях, чтобы как можно больше замечательных людей смогли приготовить этот замечательный и вкусный ленивый медовик. Как вы сами убедились, тортик готовится просто на раз, два, три, буквально 5 минут на тесто. По сравнению с классическим медовиком это правда. Плюс пока корж остывает, готовите крем, все собрать 5 минут. И в итоге все гости и вы сами будете в полном восторге, это я вам гарантирую. Мой тортик я сделала очень высоким, потому что я люблю высокие тортики. Но если вы хотите, чтобы ваш тортик получился немного пониже, тогда просто сразу же, когда будете нарезать корж, нарезайте его на полосы шириной примерно 5-6 сантиметров. Такой высоты примерно и получится ваш готовый тортик. Спасибо, любимые мои, что провели это время вместе со мной. Я очень рада провести его в вашей чудесной компании. Не забудьте подписаться на канал. Напоминаю, что вы на канале «Готовим дома». Меня зовут Олеся. И сегодня мы с вами приготовили 3 чудесных Наполеона без выпечки и 1 шикарный медовик. Поздравляю вас, дорогие мои, с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, счастья и всего самого-самого наилучшего. Обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и делитесь рецептом с друзьями в соцсетях. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой торт вам понравился больше всего из тех, которые мы сегодня с вами приготовили. Также буду рада, если напишите, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. Целую, обнимаю, хорошего настроения, прекрасных праздников. Пока-пока и до новой встречи!